Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня свяжем такую классную двухслойную, двухцветную, двустороннюю шапочку. Вяжем на объем головы 54-56 см. Вязать я буду из пряжи Astra Air. Понадобится 2 мотка, отличных по цвету. Ниточка очень приятная, такой шнурочек, наполненный альпакой и мериносом. На 50 грамм 145 метров. Как альтернативу можно взять пряжу Drops Air. Я начинаю вязание с темно-синей пряжи, беру носочную спицу номер 4, обычным способом набираю 3 петли. Подвожу вторую спицу и на нее тоже нам надо набрать 3 петельки. Первая, вторая и третья. Далее будем вязать по кругу на 3 спицах. Соединяем вязание, подводим третью спицу. И вяжем таким образом. 1 лицевая, накид от себя, 1 лицевая, накид, лицевая, накид. На второй спице точно так же. Не теряем наш третий накид, провязываем 1 лицевую, накид от себя, лицевая, накид, лицевая, накид. В следующем ряду все петельки будем провязывать лицевыми, а наши накиды скрещенными петельками. Провязываем лицевую за переднюю стенку. Наш накид провязываем за заднюю стенку скрещенной петлей. Снова лицевая. Накид провязываем скрещенный. Лицевая. Накид. Провязали 6 петелек. Провязываем точно так же 6 петель со второй спицы. Лицевая за переднюю стенку, накид за заднюю. Лицевая, скрещенная, лицевая, скрещенная. Провязали второй ряд. У нас на спицах 12 петель. В третьем ряду повесим маркеры. Провяжем 1 лицевую, маркер, 2 лицевые. И здесь у нас прибавки. Делаем накид, лицевая, накид. Так будем вязать до конца ряда. 1 лицевая, маркер, 2 лицевые, 1 с первой спицы, 2 со второй спицы, накид, лицевая, накид. Снова 1 лицевая, маркер, 2 лицевые, накид, лицевая, накид. Маркерами мы разделили нашу шапочку на клинья. На нашей шапочке будет 3 клина, мы их отметили маркерами. В четвертом ряду провязываем все петельки лицевыми, а наши накиды провязываем скрещенными петлями. Провязываем накиды за заднюю стенку, а лицевые за переднюю. Сейчас у нас на спицах 18 петель. Мы будем делать прибавочки через ряд. Линии между клинями у нас будут составлять по 3 петельки. Маркеры обозначают эти линии. 1 лицевая, маркер, 2 лицевых. Это как раз 3 петельки, которые у нас находятся между клинями шапки. Их мы трогать не будем, всегда будем их провязывать лицевыми. А прибавки делать будем до и после этих линий. У меня на спицах 54 петли. Я готова перенести все петельки на круговые спицы. Длина лески 40 сантиметров. Спицы также у меня номер 4. У меня осталось 2 петельки перенести. Такая у нас получается макушка, состоящая из 3 клиньев. И сейчас нам надо с вами спрятать вот этот хвостик наборного ряда. Вставляем его в иголку широким ушком и пропускаем нашу иголочку через наши 6 петель, которые мы набирали в самом начале, чтобы еще раз хорошенько затянуть макушку, чтобы не было там никакой дырочки. Уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. Теперь продолжаем вязание и делаем мы прибавочки до тех пор, пока на спицах у нас не станет 78 петель.
Я закончила делать прибавки, у меня на спицах 78 петель. Такая у нас макушка получилась интересная. И далее мы продолжаем вязание по кругу без прибавок. Просто все петельки вяжем лицевыми. Я буду провязывать 50 рядов. Только не убирайте маркеры. Вяжем просто переснимая их. Они нам понадобятся для убавочек в конце шапки. Я провязала 50 рядов. Такая у нас шапочка выходит. Зеленый маркер, маркер начала ряда, довязываем до него и будем подсоединять нить другого цвета. Подвожу нить от другого моточка, продолжаю вязание лицевыми петельками. Довязываем ряд до конца. Я довязываю ряд, у меня осталось 2 петли, переодеваю маркер. И если я сейчас просто начну вязать дальше лицевыми петельками, просто продолжу провязывать все петли по кругу, то при смене цвета у меня вот здесь получится такая ступенька. Чтобы ее избежать, мы поступим следующим образом. Первую петельку после маркера провяжем не обычной лицевой, а лицевой на ряд ниже. Вводим спицу в нашу синюю петлю и провязываем лицевую. И далее уже продолжаем вязать обычными нашими лицевыми петлями по кругу. Я провязала несколько рядов, чтобы было нагляднее видно, что здесь никакой ступеньки при смене цвета у нас нет. Провяжем еще несколько рядов голубой нитью и спрячем, иначе потом это сделать будет уже проблематично. Синюю нить прячу в синих петельках. Ввожу иголочку между петелек вниз и вверх. Так ниточка надежно закрепится. Голубую нить прячу в голубых петлях, подцепляя задние стеночки петелек в одну и в другую сторону. Далее продолжаем вязать. Нам надо провязать 50 рядов голубой нитью. После того, как мы провязали 50 рядов, начинаем делать убавочки. Зеленый маркер. У меня маркер начала ряда. Фиолетовые маркеры разделяют клинья. Будем провязывать 2 петли с наклоном влево, далее 3 лицевых, 2 петли с наклоном вправо. Сейчас мы вяжем до первого маркера, не довязывая 3 петельки. Провязываем 2 петли вместе с наклоном влево, одну снимаем, вторую провязываем лицевой и накидываем на нее предыдущую. Далее у нас лицевая, маркер, 2 лицевые. И 2 петельки провязываем вместе с наклоном вправо, 2 вместе за переднюю стенку. И так будем делать убавочки на каждом маркере. Провязываем петли до следующего нашего маркера, не довязывая 3 петли. У меня осталось 3 петельки до маркера, одну снимаю, вторую провязываю, накидываю на нее предыдущую. Далее у меня лицевая, маркер, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо. Провязываю 2 петли вместе за переднюю стенку. Вяжу до следующего маркера и сделаю такие же убавочки. Я довязываю ряд, маркер начала ряда, и следующий ряд у нас без убавок. Все петельки провязываем лицевыми. И так будем чередовать ряды, ряд с убавками, ряд без убавок. У меня на спицах осталось 18 петель. Мы отрезаем ниточку, вставляем в иголку с широким ушком и пропускаем через наши петли. Маркеры убираем, все петельки переносим на иголочку, затягиваем. Я введу нашу нить еще раз через все петельки по кругу. Делаем незаметный узелочек. Уведу его снова в наши петельки и вовнутрь шапочки. Отрезаем, поправляем. Наша шапочка готова. Осталось ее постирать. Стираю в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.